придорожной закусочной на трассе между Мейфилдом и Ривертоном царила обычная вечерняя суета. За окнами моросил дождь, в зале пахло кофе и жареным луком. Посетители тихо ели или уткнулись в экраны, официантка в переднике протирала стойку. У окна сидела девушка в инвалидной коляске. Ее звали Эмма. Перед ней чашка чая и кусок яблочного пирога. Она старалась наслаждаться спокойным вечером, но трое парней в углу вели себя слишком громко. Их смех разносился по залу, и, заметив Эмму, они быстро нашли повод для насмешек. «Эй, гонщица приехала!» — громко сказал один. Другой подхватил. «Может, устроим гран-при закусочной?» Смех ударил по Эмме больнее, чем слова. Она сделала вид, что не слышит, но хулиганы почувствовали ее смятение. Самый высокий подошел, хлопнул ее по щеке и издевательски прошипел: «Ой, прости», колесо дернулось. Его друзья загоготали. Посетители отводили глаза, официантка тоже не решилась вмешаться. Эмма сжала руки на подлокотниках, сдерживая слезы. Она чувствовала себя одинокой и беззащитной. И вдруг дверь скрипнула. Вошли 6 байкеров, промокшие куртки, тяжелые ботинки, цепи на шее. Атмосфера в зале изменилась, смех стих, разговоры прервались. Старший, бородатый мужчина сел у окна, его внимательный взгляд скользнул по залу. Хулиганы переглянулись и не унимались. Один снова задел коляску Эммы, глядя на байкеров с вызовом. Бородатый лишь поднял голову и сказал негромко: «Смешно? Обижать тех, кто не может ответить, это не шутка. Это жалко». Зал замер. Второй байкер, высокий с татуировкой, шагнул вперед. «Если еще раз к ней подойдешь, выйдем на улицу. Там и посмотрим, кто веселый». Сила в его голосе не оставляла сомнений. Хулиганы осеклись. Их лидер выдавил: «Ладно, мы пошли». Кинул деньги на стол и увел друзей. Дверь хлопнула, и в зале воцарилась тишина. Эмма сидела неподвижно, сердце билось в горле. Она подняла глаза на бородатого байкера. Тот лишь слегка кивнул, будто говоря: «Ты справилась». Впервые за долгое время девушка почувствовала себя не жертвой, а человеком, ради которого кто-то готов встать. Вечер в маленькой закусочной стал для нее переломным. Она поняла, что даже в мире, полном равнодушия, всегда найдутся те, кто не позволит унижать слабых.